Настоящие динозавры выглядели совсем не так, как мы привыкли думать, и виной тому огромное количество художественных произведений, в которых не всегда учитывается научный взгляд на внешность и повадки этих гигантских ящеров. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о том, как под воздействием популярной культуры менялись представления широких масс о динозаврах. Вы узнаете о том, как изображали динозавров в книгах, фильмах и видеоиграх с момента их открытия и до нашего времени, и как эти произведения меняли представления людей о мезозойской фауне. Не забудьте подписаться на канал «Эпоха динозавров». Это позволит вам раньше других пользователей узнавать о выходе новых выпусков, рассказывающих о жизни различных доисторических и современных животных. Также при помощи лайков и комментариев наши зрители могут помочь в продвижении и развитии канала. Благодаря вашей активности множество других любителей науки из разных стран сможет узнать о нашем канале. Наверное, наибольшее влияние на зрителей в плане представления о динозаврах оказала трилогия Стивена Спилберга «Парк юрского периода», снятая по мотивам книги Майкла Крайтона в 1993 году. Воплощенные на экране ящеры тогда казались живыми, а хорошо проработанная, хотя и далекая от реальной науки, научная часть сценария только добавила реалистичности картинки. Но создатели фильма для реализации своих художественных замыслов во многом пошли против истины. На момент создания первого фильма уже было известно, что некоторые из представленных в нем динозавров выглядели иначе, имели другие размеры и вели себя по-другому. После успеха фильма даже ученые были вынуждены местами отступать от правды. При производстве знаменитого документального сериала «Прогулки с динозаврами» использовались те же технологии, что и на съемках парка юрского периода. При этом создатели сериала понимали, что большинство зрителей не сможет воспринимать динозавров иначе, чем показал их Спилберг. Поэтому в «Прогулках с динозаврами» все они были показаны больше похожими на рептилий. Никаких перьев и ярких цветов в окраске. Любовь к динозаврам у многих началась еще в детстве. По какой-то необъяснимой причине эти гигантские ящеры вызывают у маленьких детей настоящий восторг. Наверное, немалая доля такого отношения была заложена серией мультфильмов «Земля до начала времен». К ней, кстати, тоже в качестве одного из продюсеров приложил руку Стивен Спилберг. Простые и трогательные сюжеты о семье, дружбе и взаимовыручке актуальны во все времена. Поэтому истории о приключениях маленького диплодока по имени Литлфут и его друзей находят отклики в детских сердцах и сейчас. У кого-то из маленьких зрителей эта любовь к динозаврам вырастает в интерес к знакомству с реальными прототипами мультяшных персонажей, а кто-то из них становится самыми настоящими учеными. Но давайте все же вернемся к началу истории. Настоящее изучение динозавров началось только в XIX веке. Но и до этого люди пытались понять, как выглядели обладатели гигантских окаменелых костей, которые иногда находили в земле. Есть мнение, что истории о грифонах, мифических животных с телом льва и головой орла, родились еще в античные времена, когда люди пытались собрать скелет протоцератопса. Для средневековых исследователей находки костей динозавра служили явным подтверждением существования драконов. Также найденные в земле останки неизвестных существ
приписывали животным, которых Ной не стал брать в свой ковчег во время всемирного потопа. Даже сейчас в одном из американских музеев религиозной направленности выставляется модель велоцираптора. В описании экспоната сказано, что это животное вымерло в результате всемирного потопа. А вот с началом XIX века изучение динозавров стало более предметным и систематизированным. Само слово «динозавр», означающее «ужасный ящер», было придумано в 1842 году английским зоологом и палеонтологом Ричардом Оуэном. Именно так и воспринимались огромные зубастые ящеры в то время. Сам же Оуэн был вдохновителем первой попытки воссоздания облика известных на тот момент динозавров. Эти скульптуры были выставлены в парке Хрустального дворца в Лондоне в 1854 году. Все скульптуры были похожи на увеличенных в размерах современных ящериц. В частности, один из центральных экспонатов, игуанодон, имел контрастную окраску с темной спиной и более светлым брюхом. Все фигуры были массивными и слоноподобными, с крупными бочкообразными телами и ногами, похожими на слоновьи. Примечательно, что в качестве презентации своих скульптур организатор выставки Бенджамин Хокинс устроил рождественский обед, накрыв стол внутри того самого игуанодона. Изначально задумывалось, что в экспозиции выставки будут представлены только вымершие млекопитающие, вроде мамонтов. Но по совету Оуэна Хокинс добавил еще и скульптуры ящеров. Причем сделано то было очень технологично. Группы скульптур, символизировавших палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую эры, размещались на 3 островах в рукотворном озере. По мере знакомства с каждой группой уровень воды в резервуаре понижался, и зрители видели животных в хронологической последовательности. Успех выставки был настолько серьезным, что Хокинс начал выпускать уменьшенные фигурки динозавров и продавать их в качестве научных пособий для изучения в школах. Но дороговизна изготовления моделей динозавров из кирпича и бетона в натуральную величину вынудила компанию Crystal Palace прекратить финансирование работы Хокинса. И в 1855 году выставка закрылась. 2 незаконченных скульптуры даже пришлось уничтожить, несмотря на громкие протесты общественности. В дальнейшем планировалось выставить подобную экспозицию в Нью-Йорке. И Хокинс уже приступил к работе над экспозицией. Но из-за бюрократических проволочек выставка так и не открылась. А в 1871 году все экспонаты были уничтожены вандалами. В результате наука потеряла не только скульптурные изображения, но и почти целый скелет элосмозавра, который был передан Хокинсу для работы. Понятно, что фигуры динозавров, изготовленные почти 2 столетия назад, сейчас выглядят смешными. Но на тот момент они были сделаны с учетом всех научных данных, какие только могли быть предоставлены мастеру. И тогда они вызвали интерес к динозаврам у многих жителей Англии и других стран. Один из представленных на этой выставке ящеров, мегалозавр, даже был упомянут в романе Чарльза Диккенса «Холодный дом». А в США примерно в то же время случились знаменитые костяные войны. Начались они в 1858 году, после обнаружения почти полного скелета динозавра. С этого времени палеонтологи Эдвард Копп и Чарльз Марш начали негласное соревнование по поиску и описанию новых видов динозавров. Не остались в стороне от диномании и писатели того времени.
Причем авторы конца XIX и начала XX века неизменно помещали выживших динозавров в мир, скрытый глубоко под землей. Это объясняется популярной в то время концепцией полой Земли и практически полным отсутствием неизученных территорий на поверхности планеты. Первым произведением с подобным сюжетом стало знаменитое «Путешествие к центру Земли» Жюля Верна. Роман, выпущенный в 1864 году, рассказывает о том, как профессор минералогии Линденброк в компании своего племянника и местного гида через погасший вулкан в Исландии спустился под землю. Там он обнаружил целый мир, населенный не только динозаврами, но и другими загадочными существами. После путешествия по огромному подземному морю герои книги выбрались на поверхность через другой вулкан, расположенный уже в Италии. Впоследствии у Жюля Верна появилось немало последователей. Не остался в стороне и автор рассказов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл. Первый роман о приключениях профессора Челленджера «Затерянный мир» вышел в 1912 году. Сэр Артур не стал помещать динозавров под землю. Его герои отправились в южноамериканские джунгли на поиски пропавшей экспедиции. В результате было открыто труднодоступное плато, населенное не только динозаврами, но и вполне современными индейцами, а также обезьяноподобными разумными существами. Считается, что именно этой историей вдохновлялся Майкл Крайтон при написании «Парка юрского периода». В нем даже есть несколько сюжетных ходов и незначительных моментов, повторяющих сюжет Конан Дойла. Один из самых плодовитых писателей-фантастов начала XX века, американец Эдгар Берроуз, придумавший Тарзана и повелителя Марса Джона Картера, в 1914 году тоже отправил своих героев в подземный мир, названный им Пелюсидар и населенный динозаврами, первобытными людьми и различными выдуманными монстрами. При испытаниях машины для бурения грунта изобретатель этой машины и владелец горнодобывающей компании проваливаются в мир, расположенный на глубине 500 километров от поверхности. Приключения этих персонажей в очередном затерянном мире описаны в цикле, состоящем аж из 7 книг. Также в одном из романов о Тарзане человек, воспитанный обезьянами, на дирижабле спускается в этот же подземный мир и встречается там с героями цикла Пелюсидар. Оказывается, мультивселенные придуманы не студией Marvel. Не были чужды теории полого мира и российским ученым. Одним из них был геолог и географ Владимир Обручев, автор знаменитого романа «Земля Санникова». В какой-то момент он оказался отлучен от науки, что послужило поводом заняться литературой. При этом повлияли на творчество автора романы «Путешествие к центру Земли» и «Затерянный мир». Обнаружив в них множество неточностей, Обручев решил рассказать читателям подобную историю более научным языком. Его затерянный в полой земле мир называется Плутония. И он тоже населен разными вымершими животными, в том числе и динозаврами. Но герои Обручева движутся вдоль течения подземной реки, и ушедшие эпохи сменяются на их пути одна за другой, так сказать, от мамонтов к динозаврам. Роман был написан в 1915 году, но был издан уже в Советском Союзе в 1924. На страницах книги присутствует большое количество подробных научных описаний различных минералов, а также флоры и фауны разных эпох. Если отбросить фантастический антураж, то этот роман может служить в качестве научного пособия по некоторым дисциплинам. В целом, литература конца XIX – начала XX веков
содержит множество описаний динозавров, основанных на научных знаниях своего времени. Тогда люди представляли себе динозавров злобными ящерицами-переростками и оценивали их соответственно. Но постепенно появились новые факты, и мнение об этих древних рептилиях менялось. Немалая заслуга в популяризации изучения динозавров в начале прошлого века в таланте художника Чарльза Найта. Он до сих пор является одним из лучших иллюстраторов, сотрудничавших с Американским музеем естественной истории. Несмотря на то, что динозавры на картинах Найта больше похожи на современных пресмыкающихся, они выглядят более живыми и настоящими. В 1914 году в свет вышли два фильма, о которых мы рассказывали в одном из предыдущих выпусков. Наполовину мультипликационный «Динозавр Герти» и полноценный художественный «Грубая сила». В первом динозавр был наделен человеческими эмоциями и не имел никакой научной основы. Второй же фильм сыграл злую шутку со всеми последующими поколениями, как зрителей, так и людей, создающих кино. Сюжет «Грубой силы» рассказывает о жизни и противоборстве двух первобытных племен. В одном из эпизодов его герои подвергаются нападению хищного теропода – цератозавра. Этот сюжет позволил зрителям думать, что динозавры и люди жили в одно время. Впоследствии этот прием используется в самых разных вариантах в других фильмах и мультсериалах, вроде «Флинстоунов», которые держат дома ручного динозавра вместо собаки. Постепенно, во время Великой депрессии и Второй мировой войны, интерес к изучению динозавров ослаб. А в трудах ученых того времени они были представлены как медлительные и неповоротливые создания. Именно в то время появилось сравнение людей и вещей с динозаврами, означая что-то старое, забытое и никому не нужное. В 50-60-е годы XX века актуальны были темы холодной войны и ядерной угрозы. В это время появились такие фильмы, как «Чудовище с глубины 20 тысяч саженей» и «Годзилла». Динозавры и похожие на них создания стали олицетворением гибели и разрушений. Но среди негативных образов были и добрые произведения о динозаврах. Еще в 1940 году в мультипликационном фильме «Фантазия» от студии Disney авторы попытались показать их с научной точки зрения в рамках представления теории эволюции. Также можно отметить детский фильм чехословацкого режиссера Карла Земана «Путешествие к началу времен» и книгу Оливера Баттерворда «Огромное яйцо». По этой книге в 1968 году был снят одноименный фильм. Его сюжет рассказывает о мальчике, нашедшем яйцо трицератопса, из которого вылупился маленький динозавр. Дружба ребенка и динозавра, чудесным образом попавшего в наше время, показана в большом количестве самых разных фильмов. Одним из самых трогательных в этом плане можно назвать сюжет ленты «Мой домашний динозавр» 2007 года. Этот фильм вдохновлен еще и легендой о лохнесском чудовище, ведь в нем мальчик во время Второй мировой войны находит и выращивает маленького плезиозавра. Здесь, конечно, налицо явная оплошность авторов, ведь плезиозавр, по сути, не является динозавром. Но от этого фильм не становится хуже, ведь это история о настоящей дружбе и самопожертвовании. А такие сюжеты актуальны хоть с динозаврами, хоть без них. В 80-е годы прошлого века представление о динозаврах в научных кругах очередной раз перевернулось. Подтвердились гипотезы об их теплокровности и наличии перьев. Это вызвало новую волну палеоарта от множества художников.
Но в массовом сознании динозавры до сих пор остаются рептилиями. Виной тому все тот же парк юрского периода и его еще более кассовые продолжения, а также мультсериал «Земля до начала времен», последняя серия которого вышла в 2016 году. Вряд ли бы создатели фильма рискнули бы кардинально поменять облик некоторых героев, к которым привыкло не одно поколение зрителей. Поэтому, несмотря на все новые и новые открытия, массовый зритель еще долго будет видеть динозавров такими, как показано в этих фильмах. Мы все еще долго будем уверены, что тираннозавр не замечает неподвижные объекты или страшно рычит, что велоцирапторы были размером с человека, а не с крупного петуха, да и похожи на него внешне. Может быть, в ближайшем будущем появятся документальные фильмы уровня «Прогулок с динозаврами» или циклов Дэвида Аттенборо. Но пока о том, как на самом деле выглядели динозавры, знают только ученые да дотошные любители науки, такие как зрители нашего канала. В завершении ролика мы, как всегда, хотим поблагодарить зрителей, которые досмотрели его до самого конца. Если вам интересны реальные динозавры и другие ископаемые животные, советуем обратить внимание на наши предыдущие выпуски. Также из них вы узнаете о зарождении жизни на нашей планете и ее дальнейшей эволюции, появлении и развитии человечества, а также его месте в живой природе.